Привет, это радио «Вашингтон». Меня зовут Ксения Туркова. В ближайшие несколько минут мы с коллегами расскажем вам самые важные новости о войне в Украине и о глобальном контексте. Это подкаст «Украина. Что происходит?». И вот его главные темы. 9 погибших в Марганце, Днепропетровской области. Россия снова атаковала дронами несколько украинских городов. Рубио не приехал. В Лондоне идут переговоры по мирному урегулированию, но их статус серьезно снижен. В российских городах проходят массовые облавы на призывников. И бессмертный полк в Вашингтоне и Нью-Йорке. Украинские активисты готовятся дать отпор прокремлевской акции в США. Теперь обо всем подробно. Основное внимание в среду, конечно, приковано ко встрече в Лондоне, переговорам по мирному урегулированию, в которых участвуют украинская, европейская и американская делегации. При этом в последний момент стало известно о том, что в Лондон не приедет глава Госдепа США Марко Рубио. Статус переговоров в связи с этим был значительно снижен. В прессе же продолжают обсуждать различные варианты американского мирного плана, который, не исключено, может включать признание Крыма российским. И все это на фоне заявлений вице-президента США Джей Ди Венса, который в ходе визита в Индию сказал, что Вашингтон выйдет из переговоров, если Москва и Киев не согласятся с американским планом. С подробностями о встрече в Лондоне автор телеграм-канала «Брюссель подслушано» Валентина Васильева. Прошедшие в Лондоне переговоры воспринимают по-разному. Одни как провал, так как на них не приехали ни госсекретарь США Марко Рубио, ни спецпосланник Трампа Стивен Уиткоф. Другие как демонстрацию твердой позиции Киева. Как сообщила вице-премьер Украины Юлия Свириденко, на встрече в британской столице Украина четко дала понять: Киев готов к переговорам, но не готов сдаваться и признавать оккупацию России. Речь, конечно, прежде всего идет о Крыме. Как писали ряд западных СМИ, на прошлой неделе в Париже американская сторона передала украинской свои предложения по мирному регулированию, среди которых значилось признание Крыма российским, отказ от вступления Украины в НАТО и снятие европейских санкций с Россией в случае длительного прекращения огня. Владимир Зеленский вчера заявил, что Украина вопрос Крыма обсуждать не готова, так как это противоречит ее конституции. И, согласно источникам Washington-Post, именно поэтому Рубио и Уиткоф поездку в Лондон отменили. Вместо них американскую делегацию возглавил Кит Келлог. В итоге обещанной встречи на уровне министров иностранных дел 5 стран – Франции, Великобритании, Германии, США и Украины – не состоялось. Вместо этого переговоры прошли на уровне дипломатов. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», они должны были прояснить технические детали перед тем, как новая встреча на уровне министров иностранных дел снова состоится. Впрочем, новую дату переговоров так и не назвали, а несостоявшееся обсуждение в Лондоне, по словам аналитиков, показало еще больший разрыв в позициях США, Европы и Украины по поводу мирного урегулирования. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас вчера заявила, что Европа не готова признавать Крым российским, а по данным источников агентства Рейтер, Евросоюз санкции с Россией до завершения переговоров снимать не планирует. Вот что заявил сегодня представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье. Мы стоим вместе с Украиной, поддерживая ее независимость, суверенитет и территориальную целостность. Что касается Крыма, наша позиция ясна. Крым – это Украина. В канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона заявили, что европейские страны считают, что любое мирное соглашение о прекращении войны должно включать уважение к территориальной целостности Украины. В пресс-службе британского премьера Кира Стармера подчеркнули, что Великобритания остается преданной достижению справедливого и прочного мира в Украине. В свою очередь, еще до переговоров вице-президент США Джей Ди Венс, которого на встрече не было, подчеркнул, что США ждет от Украины и России конкретного ответа на их мирные предложения. В противном случае, заявил он, США могут выйти из процесса. Раскритиковал позицию Зеленского по Крыму и сам Дональд Трамп. По словам американского президента, это наносит вред мирным переговорам. Никто не просит Зеленского признавать Крым российской территорией, но если он хочет Крым, то почему они не боролись за него 11 лет назад, когда он был передан России без единого выстрела, заявил Трамп. Успокоить ситуацию попытались Сибига и Ермак. Глава Офиса президента Украины после переговоров в Лондоне заявил, что Киев поддерживает мирные инициативы Трампа, поблагодарив партнеров за помощь и общее стремление завершить войну. А министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что это Россия затягивает процесс и пытается манипулировать переговорами. В свою очередь в Кремле сегодня заявили, что переговоры в Лондоне на должном уровне не состоялись из-за того, что не удалось сблизить позиции
позиции сторон. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия ведет переговоры с американской стороной, а вот с украинской и европейской нет. Валентина Васильева специально для радио «Вашингтон». Если хотите знать больше о происходящем в Европе, подпишитесь на ее телеграм-канал «Брюссель подслушано». Добавлю, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал сообщение СМИ о том, что Путин предложил США заморозить конфликт по нынешней линии фронта. Цитата: «Смотрите, очень много появляется разных вбросов. Вы понимаете, что любые наброски различных вариантов не могут быть публичными. Собственно, как только они становятся публичными, они теряют свою эффективность. Поэтому работа ведется в дискретном режиме, и она должна вестись в режиме тишины», сказал Песков. Вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко на фоне встречи в Лондоне заявила, что Украина готова вести переговоры, но не готова сдаться. В сообщении на платформе X Свириденко отметила, что Киев не пойдет на соглашение, которое даст России возможность для перегруппировки и, цитата, «возвращение с большим насилием». А что думают о ходе переговоров и, в частности, о роли США украинские военные на передовой? Старший техник минометной батареи 65-й механизированной бригады ВСУ Иван Гоблик с позывным «Кот» в комментарии радио «Вашингтон» сказал, что США, по его мнению, должны помочь Украине восстановить территориальную целостность. Сполучені Штати Америки выступали гарантом территориальной целостности Украины. Соединенные Штаты Америки выступали гарантом территориальной целостности Украины, когда Украина отказалась от ядерного оружия. Поэтому США обязаны обеспечить нас оружием, чтобы мы восстановили свои законные границы. Также, пользуясь возможностью, хочу обратиться ко всем украинцам, как на территории Украины, так и за ее пределами. Давайте донатить на ВСУ, потому что враг очень сильный, враг очень коварный. У врага много возможностей. Донатим на ВСУ и вместе боремся за независимость Украины, вместе к победе. Разом до перемоги. Как только началась полномасштабная война России против Украины, братья Иван, Ярослав и Василий Гоблики вернулись из Европы, где работали в строительстве, и записались добровольцами в вооруженные силы Украины. Сейчас все трое вместе служат в рядах 65-й механизированной бригады. В зоне боевых действий сейчас находится и боец ВСУ Марьяна с позывным «Позитив». Она уверена в победе Украины, даже если США полностью прекратят военную помощь. Хотя, признает, оружия сейчас очень не хватает. Ми багато з побратимами думали над тим, що буде. Мы много с собратьями думали о том, что будет, если военной помощи от Соединенных Штатов мы не получим. Одни говорили, что такого быть не может. Другие говорили, а если не будет помощи? И вы знаете, наше общее мнение такое. Несмотря ни на что, мы идем дальше, потому что мы несокрушимы. Да, мы нуждаемся в помощи, но если помощи не будет, то, веря в Бога и веря в ВСУ, мы справимся. Чуть позже, но победа будет наша. Украина победит. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Между тем, Россия продолжает атаковать мирных жителей украинских городов. 9 человек погибли и еще 49 получили ранения в результате российских ударов дронами по городу Марганец Днепропетровской области. Число пострадавших растет. 1 человек погиб, и еще 1 серьезно пострадал из-за обстрела Славянска. Также сообщается о значительных повреждениях частного жилого сектора. В ночь на 23 апреля российские войска ударили беспилотниками и по Одессе. В результате атаки пострадали гражданские объекты. В одном из пригородов возникли пожары, есть 2 пострадавших. 6 жителей Полтавской области получили ранения в результате российской дроновой атаки. 1 из раненых в тяжелом состоянии. Повреждены многоэтажные частные дома. Под ударом в очередной раз оказался и Харьков. В городе прогремели 3 взрыва, все в одном районе. В Броварском районе Киевской области в результате падения обломков беспилотника возник пожар в гостинично-ресторанном комплексе. В то время как российская армия направляет дроны на гражданские объекты Украины, ВСУ действует с помощью своей беспилотной армии на поле боя. Сегодня стало известно о том, что на территории Татарстана украинские беспилотники атаковали завод по производству российских шахедов, который находится в особой экономической зоне Алабуга. Украинская дроновая армия действует настолько эффективно, что военные аналитики уже говорят об использовании беспилотников на линии фронта как о важнейшем компоненте тактики. Об этом, в частности, рассказал в интервью радио «Вашингтон»
Вашингтон военный эксперт издания «Медуза» Дмитрий Кузнец. Много кто уже обсуждает, и уже несколько месяцев, изменения на тактическом оперативном уровне. Если раньше говорили, что дроны произвели революцию, это было не совсем так. Они все равно были вспомогательным инструментом. То в последние месяцы, вот в этом году, можно сказать, что на основе дронов была создана система обороны, прежде всего ВСУ, которая позволяет сдерживать российские войска, при том, что ВСУ по-прежнему на большинстве участков фронта имеют дефицит личного состава, и российские войска имеют численное преимущество. Вероятно, это осложнит дальнейшие действия российской армии. И без решения проблемы дронов, которые теперь активно используются для ударов по коммуникациям, фактически для изоляции фронта, то есть наступающие войска теряют возможность своевременного подвоза припасов, подкреплений, ротации личного состава, вывоза раненых. На нескольких участках фронта это наиболее ярко проявляется, например, вокруг Покровска. При этом дроны используются для дистанционного минирования местности, что также способствует изоляции поля боя. Мы видим новую тактическую и оперативную ситуацию, по крайней мере, на некоторых участках фронта. Военный аналитик «Медузы» Дмитрий Кузнец. Его слова об эффективности действий ВСУ подтверждает и сегодняшняя публикация «Таймс». Как пишет издание, украинские военные с опытом боевых действий были тайно отправлены в Великобританию для обучения британских военных противодействию тактикам применения беспилотников, которые использует Россия в войне против Украины. По данным «Таймс», операция носит название «Интерфлекс». Ее основная задача – передать британским военным уникальный боевой опыт, полученный в войне с российской армией. Министр по делам ветеранов Великобритании полковник Алистер Карнс в сообщениях на платформе X отметил важность такого обмена. Уроки из Украины актуальны уже сейчас и имеют огромное значение для каждого театра военных действий, написал Карнс. В российских городах начались массовые облавы на призывников. Как сообщает издание «Астра», силовики действуют все неожиданнее и жестче. По данным «Астры», недавно на сборный пункт увезли насильно мужчину с эпилепсией. Кроме того, при облавах, как сообщает школа призывника, все чаще применяют наручники, а на сборных пунктах даже электрошокеры. Подробности в комментарии «Радио Вашингтон» рассказала основательница «Астры» Анастасия Чумакова. Действительно, как говорят правозащитники, сейчас массовые облавы наблюдаются на призывников, особенно в Москве, и поэтому правозащитники призывают не посещать метро, чтобы не быть задержанными. Один из таких ярких кейсов, вопиющих случаев задержания и избиения, собственно, на прошлой неделе освещала «Астра». Тогда полицейские задержали призывника с психическим расстройством прямо во время лечения и увезли его на призывной пункт. Там молодой человек погром устроил в отделении. 15 апреля мы рассказывали, что в вагоне московского метро на станции Савеловская полицейские задержали 21-летнего Ярослава Слепова. Молодой человек состоит на учете психиатра и должен был проходить лечение именно в тот момент, когда его задерживали на дневном стационаре. Он страдает органическим эмоционально лабильным расстройством после полученной в 2021 году травмы. У него эпилепсия, панические атаки, неконтролируемые приступы агрессии. Как рассказал Астра его отец Алексей, после задержания Ярослава доставили в отдел МВД, откуда он успел позвонить родным. Полицейские, по его словам, не объяснили ничего и не показали никаких документов, сказав лишь, что у них разнарядка. Как рассказал отец, у него уже во время задержания, пока он находился в отделе полиции, у его сына было 2 приступа. И он, собственно, начал крушить отдел полиции. Даже после этого родителям не дали забрать сына домой и увезли на сборный пункт. При входе у молодого человека отобрали таблетки. Он пытался сопротивляться, в итоге его избили. Ярослав находился на момент публикации там, успел уже пройти медкомиссию, где ему определили категорию «Б». После публикации «Астры» к делу подключилась команда против пыток, и мы надеемся, что правозащитники смогут помочь призывнику. Основательница «Астры» Анастасия Чумакова. Добавлю, также «Астра» пишет о том, что в Украине в ходе боевых действий могли погибнуть 217 срочников. Такую цифру приводит украинский проект «Хочу найти». «Астре» удалось верифицировать 22 имени. Большая часть срочников из этого списка погибли в Курской и Белгородской областях. И последнее. Лояльная Кремлю русская диаспора США планирует провести мероприятие «Бессмертный полк» 3 мая в Вашингтоне и 9 мая в Нью-Йорке. Напомню, это движение, цель которого вспоминать родственников сражавшихся или убитых во время Второй мировой войны, появилась в России в 2011 году как частная инициатива и изначально не было связано с российскими властями и пропагандой. Однако довольно быстро российская власть фактически приватизировала движение и стала насаждать эти акции в разных странах через удобных западных политиков. Сейчас движение «Бессмертный полк» воспринимается как часть концепции
победобесия, фактически культа войны, в который активно вовлекают общество, в том числе маленьких детей. Нина Вишнева продолжит тему. Впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину бессмертный полк пройдет в Вашингтоне и Нью-Йорке открыто. До 2022 года группа «Русская молодежь Америки», которую давно называют проводниками кремлевской пропаганды в США, устраивала шествие каждый май, начиная с 2014 года. В 2018-м законодательное собрание штата Нью-Йорк утвердило официальную резолюцию, узаконив таким образом проведение шествий на территории Нью-Йорка. Примечательно, что резолюцию в то время лоббировали сенаторы-демократы. После полномасштабного нападения России на Украину в столице США шествий не было. Однако в Нью-Йорке активисты группы «Русская молодежь Америки» по-прежнему проводили марши через Бруклинский мост, но уже без российских флагов и прочей государственной символики. Кроме этого, русские пропагандисты не раз устраивали различные агитационные мероприятия. Например, в марте прошлого года, в период выборов президента Российской Федерации, «Русская молодежь Америки» получила разрешение от ассоциации «Таймс-сквер» на Манхэттене на проведение масленичных гуляний, чтобы, как было заявлено, показать американцам, что русская культура – это не водка и не ракеты. Однако украинские активисты организации «Светанок» устроили на Таймс-сквер акцию протеста и наглядно, с фотографиями разрушенных городов Украины и погибших мирных жителей, показали американцам, как на самом деле выглядит русский мир. Организаторы бессмертного полка в Вашингтоне в соцсетях пишут, что получили разрешение от муниципальных властей. Активисты-украинцы из объединения «Светанок» выпустили официальные заявления. Цитата. «В то время как Россия бомбит украинские города, депортирует детей, пытает пленных и ведет геноцидную войну, ее сторонники осмеливаются маршировать в Вашингтоне под знаменем победы и памяти о Второй мировой войне. Это не память, это пропаганда. Кремль превратил память о Второй мировой войне в оружие, оправдывая современные зверства ложными историями о прошлом. Присоединяйтесь к нам, чтобы противостоять этому лицемерию. Скажите «нет» русскому шовинизму, замаскированному под память. Скажите «нет» переписыванию истории». Конец цитаты. Нина Вишнева о движении «Бессмертный полк» и о том, как на предстоящей акции готовы отреагировать украинские активисты в США. Радио Вашингтон следит за этой темой, и мы обязательно расскажем вам о том, как развивается эта история. На этом все. Если вы следите за событиями в Украине и за тем, кто и как пытается остановить войну, подписывайтесь на наш канал и слушайте нас на платформе «Эхо». До встречи.